Перед началом видео хотел бы сказать, что я буду вас обучать паун-коду и созданию систем Black Rush. Зашли на сервер, можно начинать. На связи Ваня Рукарт, и это Первая серия уроки Pawn. В первой серии хочу вам подробнее рассказать о Pawn и о создании своего сервера копии Black Rush на карте 2021 года. Сейчас хочу подробнее рассказать, что такое карта 2021 года для тех, кто не знает. У Black Rush, как и у всех проектов, обновлялась карта, и разные моды под разные карты Black Rush есть. Конкретно я буду делать сериал уроки Pawn на карте 2021 года. Сейчас вы увидите все карты Black Rush, под которые есть слитые моды. Это карта 2020 года, проще говоря, карта криминальной России. Пустые поля и клыткаря наехать через пол карты. Это карта 2021 года. Тут разработчики Black Rush уже добавили гору, и к Клыткарина стало быстрее добираться. Это карта 2022 года-2023 года. Ну, или же по закрытии старого движка Black Rush. Думаю, все олды Black Rush ее знают. Та самая цветная карта, где была удалена старая рублевка и добавлена новая рублевка или же поселок Горки. И карта 2024 года Black Rush. Разумеется, я знаю, что это не самая новая карта, так как на Black Rush недавно вышло новогоднее обновление, и там добавили новогодний ивент, как и новый гоночный трек. Еще ранее добавили Нижегородск. И под карту 2024 года Black Rush, где добавили Нижегородск и другие места, уже слитых модов, как я знаю, не делали, так как еще даже не скопировали карту с Нижегородском новым. И, наконец, сравнение всех четырех карт в одной картинке. Вы можете увидеть карту 2020 года, 2021, 2022-2023 и актуальную 2024, но и не совсем, потому что она все же обновлялась. Я думаю, теперь все поняли, в чем разница карт Black Rush. Конечно, если вы возьмете тот мод, что я вставил у себя в телеграм-канале, и он будет под карту 2021 года, ничего страшного. Разница модов под карты в основном заключается в координатах пикапов и интерьеров. Больше вроде разницы нет. И поэтому захотели вы взять карту Black Rush 2024 года, можете изменить координаты, и все. Сильно сложно, в этом ничего нет. Устали от лагов и зависаний? MBS Hosting — это максимальная скорость и стабильность для вашего проекта SAMP или CRMP. Лучшее оборудование в СНГ. Выбирайте выгодный тариф, либо возьмите бесплатный тест и наслаждайтесь мощным оборудованием и круглосуточной поддержкой опытных специалистов уже сегодня. Ссылка на хостинг будет в описании под видео. Сперва настоятельно рекомендую редактировать мод на ПК, так как с телефона есть свои минусы. С одним из таких я когда-то столкнулся и пришлось переходить на ПК, поэтому лучше сразу на ПК, чем позже. И заранее хочу сказать, что этот мод я взял от Рейтиза, но и редактировал его, чтобы что-то упростить для новичков. Как же найти слитый мод под карту 2021 года Black Rush? У меня в телеграм-канале он будет выставлен. Но если вы не знаете, как найти мой телеграм-канал, в описании под каждым видео я указываю ссылку на него, мой ТГ-канал или мой ТГК. По ссылке вы перейдете и в поисковик можете написать такое название 28.12.2024. И тут вы переходите по этому, и тут будет мод ByRockArt. Вы его скачиваете и распаковываете себе на ПК, диск D или C, вроде как не важно, поэтому выбор за вами. Итак, для того, чтобы начать создание своего сервера Black Rush, вам нужно сперва зайти на ваш хостинг, конкретно у меня это MBS хостинг, я на нем пока что вот нахожусь, и он хороший, вам я его тоже рекомендую, но выбор, как всегда, за вами. Я захожу, и вам нужно будет заказать вот игровой сервер версии SAMP. То есть, смотрите, конкретно я показываю на MBS хостинге, но факту на всех вот хостингах будет похожая вот версия игры. То есть вот SAMP 0.3.7 вам нужно заказать. И там уже выбираете тариф, какой вы там хотите себе и все такое. Но у меня уже заказан сервер заранее, и поэтому я захожу в панель управления. И первым делом вам нужно на ПК ваш скачать файловый менеджер FileZilla. Он у меня уже установлен, но в разделе панели сервера вы можете вот файловый менеджер зайти или что-то наподобие такого, где указаны данные FTP будут. И тут вот будут FTP клиенты. Вы можете скачать, ну вот выбирайте Windows, и вам скачается, и я думаю, что без проблем должно все скачаться. И после того, как вы заходите в FileZilla, вы должны будете писать сюда хост, то есть конкретно у меня хост. Ну, у вас там будет все написано, а я это замажу себя.
И таким образом вам нужно вставить вот эти вот 3 поля, ну, данные. А порт не обязательно, он там вроде сам подстроится. Смотрите, я уже зашел на FTP вот сервера. И что вам тут нужно удалить? Ну, в принципе, все вот эти вот папки, то есть выделить, шифтом я их выделил, и удалить кнопкой Delete. И после того, как они удалятся, из mod by Rockhard вам нужно, как я знаю, перекинуть обязательно это только 3 файла. Game Modes, и Plugins, и Script Files. Папка Pavna, Map и Filter Scripts это не обязательно. То есть, ну, если у вас будет какое-то серверное чтение вот папок этих, то, конечно, их нужно будет закинуть в FTP, чтобы мод смог их прочесть. Потому что, например, Script Files мод читает конкретно из FTP сервера, а не сразу, ну, при компиляции мода. Поэтому сейчас я выделяю Game Modes, после Plugins и Script Files. Нет, я это лучше сделаю в FTP. Папку, ну, вот как вам распаковывать? То есть, смотрите, у меня на диске D вообще распакован мод, но я думаю, вы можете и на диск C распаковывать, и разницы там сильно не будет, вроде компилятору все равно, на каком диске находится мод, поэтому, ну, я выбрал конкретно диск D, ну, просто мне так нравится. Что насчет названия папки? Вы можете просто распаковать в диск D, можете, вот как я, создать отдельную папку. Вот, ну, у меня конкретно mod tutor называется папка. Ну, вы как хотите, можете так и назвать, там, не знаю, mod Black Rush и так далее. Но есть нюанс. Если вы на русском назовете, то при компиляции вам, если какие, ну, вот эти вот данные компиляции, ну, окончания, то название будет не на русском, а, ну, на каком-то шифрованном языке. То есть лучше папки для мода называть на английском, как я. А есть пробел или нет, там уже не важно будет. Вот эти вот все нужные данные. Выбираю Game Modes, Plugins и Script Files. Я их просто, вот, например, могу сюда перетащить, и этого будет достаточно. И просто нужно подождать, пока они вот все перекинутся. А это много времени не займет, так как мод стоковый, то есть, ну, сильно много не весит. Поэтому, ну, самый большой там размер файла, как я думаю, в GameModes, поэтому просто нужно подождать немного. Внутри папки вам нужно будет зайти в конфигурацию и в конфигурации указать GameMode 0, тут написать, то есть смотрите, вам нужно будет зайти в мод и папку GameModes, и тут название, то есть by Rockhard. Но если вы заходите, вы можете своего написать, конечно же, и тогда вы пишете сюда же ее. И цифру 1 лучше оставить, потому что вроде если ее убрать, то что-то может не работать, но я точно не знаю. Фильтр скрипции вы не трогаете, тут ничего не пишите. И плагинс. Плагинсы вы должны вписать из основного меню. Тут вот есть такой файл kfg servers, и тут плагинс вам нужно просто скопировать и сюда вставить и сохранить. Есть еще второй вариант, просто вот этот же файл сервер kfg, например, ну, вот тут вот уже все написано, его перекинуть. Но лучше так не делать, потому что у каждого хостинга свой сервер kfg используется. Сильной разницы нет, но все же какая-то есть. Поэтому лучше через конфигурацию панели управления это все делать. Дальше вам в панели управления нужно выбрать раздел «База данных». Я у себя данные замажу, но вам нужно будет скопировать вроде как база данных, ну то есть там будет GS и какой-то номер, и пароль пользователя, ну то есть пароль базы данных. У меня база данных в принципе не создана, как и у вас, я думаю, тоже не будет создана, поэтому вам нужно создать и чуть-чуть подождать. Она уже создалась, и тут появился пароль, который я, разумеется, замажу. Но я скопирую пароль и вот этот вот GS и номер после. И после нужно включить еще базу данных. Как она включилась, в нее можно по кнопке войти. И сюда нужно будет вписать как раз таки эти данные. Я их вне видео впишу и уже зайду. Смотрите, я уже зашел в базу данных, и нужно нажать на GS, ну то есть на вашу базу данных. Information схема вам не нужна, как я знаю. После вам нужно нажать на импорт. На импорт вы должны выбрать тот файл Private Rockhard SQL. То есть, ну, это база данных, грубо говоря. И нажать на импорт. Больше ничего тут менять не надо вроде. И просто подождать, пока она загрузится. База данных загрузилась, и она тут уже есть. Дальше, как я знаю, вам нужно
После того, как вы создали базу данных, вам нужно зайти в script files и тут найти такой файл, как BioRockArt.MySQL и вписать данные базы данных. Хост вы можете не менять, так как он вроде везде одинаковый. Username и database это как раз таки тот GS с номером, он у каждого свой, разумеется, и пароль это пароль базы данных. Главное, чтобы вы вот не перепутали пароль базы данных от FTP, потому что когда я начинал вот создание своего первого сервера, я это путал иногда, поэтому будьте внимательны. И как вы закончите вставлять данные базы данных в файл BioRockArt.MySQL, я еще хочу рассказать, что такое файл-сервер. Этот файл отвечает за то, что получит игрок при регистрации на сервере. То есть сейчас донаты 0. Но если я укажу, например, 500, он получит 500 доната при регистрации. Если я укажу денег, например, 100 миллионов, то он получит 100 миллионов. Права 1, это значит, что он получит права, а если я укажу 0, то он не получит права. То есть ему нужно будет, не знаю, их покупать у лицензера или сдавать на право в автошколе. Увидим. То есть значение 0 значит, что не получит, а 1, что получит. Но это конкретно здесь. А если, например, маны или донаты, то тут конкретную сумму нужно указать, а не просто будет выдано или нет. То есть смотрите, level, например, можно указать 10. Ну, если вы будете под бонусник использовать. Лидсган я могу указать, например, тоже 1, чтобы было выдано. Тест это тестовый сервер или нет, это не обязательно штука, но на основном своем моде я ее использую, потому что, реально хорошая штука. А бонус я не сильно помню, за что отвечает, я ему не пользовался никогда, поэтому о нем не знаю, что рассказать. Поэтому сейчас сохраняем, Ctrl-S я нажал, и я вспомнил, за что отвечает вот этот вот вроде бы бонус. Смотрите, я думаю, вы знаете, что на бонусных проектах есть такая штука, как выдача админки за количество отыгранных часов. Каждый указывает, сколько ему нужно. Тут вроде бы 50 будет. Если вы укажете 1, то команда goadm вроде будет доступна и начнется отчет до получения админки. Но это не точно, когда будем редактировать мод, я смогу точно сказать, так это или нет. Но это не в этой серии будет. То есть мод, конечно, буду редактировать в этой серии чуть-чуть, но конкретно бонусы не буду, думаю, в этой серии проверят. И после того, как вы закончили указывать данные в этих двух файлах, вы можете зайти в FileZilla. Тут желательно нажать на вот этот вот кружок, это обновить список файлов. То есть я им часто пользуюсь, потому что файлы обновляются и все такое. Но вроде это и не обязательно, просто чтобы данные размеров там обновились и все такое. Тут вы должны эти два файла на самом сервере удалить. Кнопкой Delete я это делаю. А тут их выделить и перенести в скрипт files на FTP проекта. Мне уже пришло уведомление, что все перенесено, то есть они вообще почти ничего не весят, поэтому с хорошим интернетом, как говорится, очень быстрее перенесется. После перенесения вам нужно зайти опять же в управление сервера, и тут я вам бы посоветовал открыть вторым окном в Google Chrome консоль, чтобы вот было вот этих вот две вкладки. Дальше, я думаю, вы можете уже запускать сервер, и если нет никаких ошибок, то сервер удачно запустится. Нужно подождать, пока он тут запустится. Хотя, думаю, можно из консоли и закрыть основную панель. Просто ждем, пока перезагрузится. Или запустится сама суть. Итак, смотрим. Не удалось подключиться к базе данных. Сейчас я посмотрю в моде, что не так. На мое удивление, в моде проблем не оказалось. Проблема была то, что, смотрите, у меня, вы видите, изменен 19.30, а на сервере 19.13. То есть я кое-что поменял в моде, но не перенес. И из-за того, что старое название вот этого файла, где данные базы данных хранились, не обновилось, то, разумеется, сервер ее в FTP не мог найти. Поэтому нужно удалить AMX и заново залить этот AMX. Кстати, PVN на сервере можно не держать, то есть сервер читает только AMX. PVN тут сильно не нужен. Вот этого как раз таки, когда я начинал, я не знал и постоянно заливал с PVN. Поэтому PVN я удалю. И вам тоже самое посоветую, но если вы хотите как-то хранить, можете хранить, но за безопасность я не знаю, будет отвечать хостинг или нет, потому что когда мой AMX или на одном из хостингов, не буду говорить его имя, то, нам, конечно, возместили, но тот AMX, который слили, конечно же, не удалят. Передача AMX файла закончилась, и поэтому можно заходить
и перезапускать сервер. И я думаю, что в этот раз должно все получиться. Ну и после перезапуска сервера, как видите, все загрузилось. Ну то есть, если догрузилось вот до этих двух моментов, можно сказать, то можно сказать, сервер запущен. Дальше вам нужно скопировать IP сервера, то есть IP-порт, вставить там в клиент ваш и заходить на сервер проверять. У меня этот клиент будет взятый от Retiza, не буду скрывать. И я туда вот впишу этот IP-шник сервера свой и надеюсь, что я смогу зайти без проблем. Итак, я нажимаю на кнопку «Играть», и по идее сейчас должно сконнектиться с сервером. Как видите, добро пожаловать на Black Rush, значит, что сконнектилось именно с тем сервером, на который я хотел зайти. Я ввел свой пароль, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, и выбираю скин. Тут можно любой выбрать, я выберу, например, вот этого вот чувака самого, Just Do It, или что там написано было. И как видите, я смог зайти на сервер копии Black Rush с картой 2021 года. Я прописываю команду и статистика, и как видите, мне выдался 10 уровень. Дальше я хочу написать, например, команду /donat, и как видите, тут даже есть меню донат. То есть, если у вас клиент от Retiza, то будет работать и донат меню, кстати. Итак, у вас, наверное, будет вопрос, как же выдать себе админку. Объясняю, вам нужно зайти в раздел база данных, и потом войти в базу данных опять же. Я выбираю свою базу данных и захожу в нее. Потом вам нужно зайти в таблицу Accounts и тут найти вот эту вот строку со своим аккаунтом. Ну, то есть по своему имени вы можете найти. И вам нужен столбец админ. У меня сейчас 0 написано. И в игре максимальный уровень админки это 13. То есть, как я понимаю, это 13 уровень, да. И вам нужно вписать и нажать Enter. И тогда сохранится. Важно заметить, что вы должны быть в оффлайне, иначе данные игрока просто не обновятся. И после перезахода на сервер вы уже сможете получить свою админку 13 уровня. Сейчас я вам это и покажу. Но хочу вам еще показать один способ редактирования строки в базе данных, чтобы вы знали вот два способа. Потому что первый способ я вам уже показал, это вот таким вот методом можно менять вот себе админку, ну и любые столбцы. А второй способ нажать на изменить, и тут будет только информация об этой строке. И тут также можно найти админ, и тут писать, что вы захотите, например. И нажать Enter. И тогда все сразу обновится, так сказать. После выдачи админки я ввожу свой пароль для авторизации, и как видите, тут админ регистрация мне вылезла. Я пишу пароль 1234, самый простой, и админ авторизация 1234, и я вошел как администратор 13 уровня. Можно сказать, я успешно выдал себе админку, и как видите, даже могу телепортироваться по карте, или, например, включать АГМ себе. Также есть такая команда, как help, и тут команда администрации. Мне написала в чат написать команду cmd_addom и уровень админки. Я пишу 13, и как видите, тут есть команда GameX, это рестарт сервера, Doubling, это удвоение, DLAC, это удаление аккаунта, AddHouse и AddBiz, добавление дома и биза. Сейчас я немного расскажу вам, как поменять название своего сервера уже через редакцию мода. Смотрите, первым делом вам нужно открыть вот Pavn редактор. Где он находится? Есть в моде папка Pavn. Вы ее открываете, и тут будет вот такое вот приложение Pavn с такой вот пешкой. Главное вот это вот нажать. Вы на нее дважды нажимаете, и она у вас откроется. Но у меня уже она закреплена, поэтому я просто у себя на нее нажму. После открытия Pavn редактора вам нужно нажать вот на эту вот штучку Open. То есть открыть файл мода pvn. Вы на нее нажимаете, и у вас тут будет путь. Смотрите, я не знаю, с какого пути вам будет, но смотрите, например, вот у меня вот mod tutor, потом я нажимаю mod by RuCard, вам нужно зайти в папку Game Modes, и тут будет один такой файл pvn by RuCard. Вы в него заходите, и у вас открывается мод. В нем где-то 50 тысяч строк. И это ничего страшного. В будущем я вам обо всем расскажу. Как же поменять сервер? Вы чуть-чуть листаете и находите сервер name. Но вы можете еще по-другому. Смотрите, есть такая штука, как поиск. Я думаю, все они должны знать. Вот этот вот бинокль, это find, то есть поиск. Вы сюда можете написать сервер name, и вас автоматом сверху перекинет на сервер name. И вы тут можете называть как хотите, то есть вот это вот удалите, и можете назвать сервер как угодно. Я могу назвать by RuCard, но я останусь, пожалуй, на Black Rush, так как это мне более всего привычней. Сервер сайт это название сайта, вы сюда пишете ссылку
сервер map name и сервер version я бы вам не советовал трогать, но вроде оно ни на что не влияет сильно. Сервер ВК и ТГ вы просто пишете сюда ссылки на ваши телеграм-каналы и ВК-каналы проектов, и в принципе, я надеюсь, вы поняли. Еще вкратце хотел сказать, что кроме как нажимать на бинокль, вы можете нажать Ctrl-F и тоже откроется этот поисковик. Вкратце расскажу о поисковике. Forward — это начало поиска сверху, то есть, ну вот, сверху начинается. А если я нажму Backward, то это будет снизу мода, то есть с конца. И, как видите, у меня на конец 60 тысяч строк, вот, оказывается, тут есть. Но я вернусь наверх. Дальше, что обозначают вот эти options? Как я знаю, я не все тут, конечно, знаю, к сожалению, но иногда я использую вот этот вот пункт, это поиск конкретного слова. То есть, смотрите, например, у вас может быть, например, вот сервер name br, а вы хотите найти просто название сервер name. Смотрите, давайте я его отдельно закомментирую и напишу. И чтобы найти отдельное вот название без вот этого вот br с нижним подчеркиванием, иногда можно использовать вот это вот. То есть, как видите, мне показало. А если я дальше пролистаю, то оно упустится. То есть, видите, только сервер name показывается. И это, то есть, такая штучка, которая реально помогает мне. Но я ее пока отключу, потому что она мне не нужна. И верну сервер name как был. Дальше хочу рассказать о текстах в чате, которые пишутся вам. Ну, например, вот данный аккаунт не имеет привязки к Telegram-боту. И там подробнее ссылка на Telegram. Вам нужно в поисковик написать такое название onPlayerSpawn, он у меня уже написан, но вы так вот пишите и нажимаете ОК. И вас перебрасывает на паблик onPlayerSpawn. И тут вот SendClick Messenger это то, что вот как раз таки пишет в чат игроку. То есть вот смотрите, данный аккаунт не имеет привязки к Telegram, подробнее, и тут сервер ВК. То есть тот define вот так вот можно использовать. Как по мне, это бесполезная штука, потому что, ну, к Telegram-боту вообще никак пока не привязать в этом моде конкретно. К Discord тоже не привязать. И к email. И еще хотел сказать, что вот эти вот две строки обозначают, ну, палочки точнее. Это закомментировать называется строку. То есть, смотрите, у нас есть активный паблик onPlayerSpawn. Но если я его закомментирую, то он будет зеленым. То есть, можно сказать, я деактивирую код, но при этом его не удаляю. И как я знаю, он вроде бы даже не будет занимать место при билде IMX мода. Но если вы только паблик закомментируете onPlayerSpawn, то будут ошибки. Поэтому есть еще один способ, как закомментировать. То есть, смотрите, это я называю это многострочная закомментировка строк. Но это так долго, я просто вообще это никак в основном не называю. То есть, смотрите, я пишу вот такую вот палочку и звездочку, то есть умножить. И это я открыл, так сказать, вот это вот закрытие строк. После, чтобы закрыть строки, потому что, как видите, тут все продолжилось вниз. Например, вот на вот этой вот фигурной скобке. Вам нужно написать звездочку, ну или же умножение, и вот эту вот палочку. И выходит, что вы закомментировали в моменте столько вот строк. Сейчас хочу рассказать о том, что я закомментировал вот этим вот многоразной кодировкой. Смотрите, if getPlayerLevel это define по определению уровня игрока. То есть, если уровень игрока меньше третьего, то есть второй или первый, ну это все, что ниже третьего, то будет писать такой вот текст. Пока вы малоимущий до третьего уровня, на улице вы можете попрошайничать деньги. И следующее сообщение: используйте команду /bg, чтобы начать попрошайничать. Вы можете это убрать, а можете не убирать, но вроде как в этом моде, давайте я даже пропишу. Смотрите, чтобы искать команды, вам нужно написать так: cmd, двоеточие и, например, bg. Вот, как видите, меня никуда не перекинуло, значит, этой команды нет. Но смотрите, чтобы убедиться, что какие-то команды есть. Например, cmd agm и перекидывать на agm. То есть поиск рабочий, просто команды bg как бы и нет, к сожалению. Смотрите, что вы, например, можете оставить. Это просто мой совет. Вот ссылки на Telegram и ВК проекта.
То есть, смотрите, вы можете скопировать, например, вот это вот, то есть, чтобы вам было проще, и написать. То есть, смотрите, это объясняю поэтапно. SendClear Messenger – это, отправка сообщения. Player ID – это конкретно какому игроку будет отправлено сообщение. Вот этот вот код – это цветовой код. Есть два типа. Есть такой, а есть шестизначный. Вот такой вот в фигурных скобках. Это белый код, но вы лучше так не пишите, потому что мод это сочтет за ошибку вообще. То есть вот тут вот правильно написано, это когда я здесь вне кода написал, это было бы как за ошибку. И дальше в кавычках идет такой вот код в этих фигурных скобках. 4F и 2 нуля это код на желтый цвет, то есть как на Black Rush. И вот такой вот типа разделительный знак, я не знаю, как его назвать еще. И потом, чтобы текст не был дальше желтым, как этот разделительный знак, написан код белого цвета. Вы его сейчас видите, я его выделил. И дальше вы можете после этого белого кода, чтобы у вас был белый текст, писать, например, ссылка на ВК проекта, подробнее и так далее, то есть. Но еще смотрите, есть такой define SCM, то есть смотрите, если я напишу в поисковик SCM, то тут будет define SendClear Messenger. То есть это сокращенная версия SendClear Messenger, и я его в основном моде так и использую, потому что SendClear Messenger слишком длинный, а тут 3 символа всего, поэтому буду для вас использовать такой вот define SCM, но вы запомните, что это SendClear Messenger будет. И по идее это все сработает. И смотрите, вот еще хочу, давайте, например, про Telegram написать. Это будет пусть перед ВК, но и при этом я это тоже закомментирую, потому что отпечаток не устанавливается. Это закомментирую. ВК закомментирую, потому что это не то. И, например, ссылка на Telegram проекта. Подробнее. Давайте еще напишу желтым текстом, чтобы было ВК, например, как с Телеграмом. И вот так вот. То есть, смотрите, я сделал, чтобы ВК было желтым цветом, а проекта белым. То есть, чтобы было какое-то цветосочетание и все желтым потом не было. Еще хочу сказать об этих двух уведомлениях в чат. Смотрите, автор мода Rocart, это, честно говоря, неправда, не я автор этого мода, я просто заменил тут название Рейтиза. Чтобы было более похоже. Без обид, подписчики. И Рейтиз тоже. В общем, смотрите, если у вас будет какое-то желание, вы можете эти строки раскомментировать и указать там себя автором моды или как хотите. Мне, честно говоря, все равно. Да и, думаю, Рейтизу, так как он этот мод слил. В общем, давайте объясню, что обозначает в кавычках SC. SC это такой же define с цветового кода. Смотрите, я в поиск вбил, и смотрите, есть define SC. Это такой цветовой код, то есть в кавычках, видите. То есть желтым цветом будет разделительный знак, и после пишется белым. То есть такое облегчение для написания, чтобы не писать вот столько вот. Рейтис или кто там это все писал, придумал вот это вот. То есть мы пишем 4 символа вместо тех многих, вот этих вот, например. То есть даже не хочется считать, сколько тут. Так, а ну-ка. Ладно, не суть. То есть мы благодаря этому написали 4 символа, а получим вот этот вот вывод. То есть желтый разделительный знак и дальше белым текстом. Я это закомментирую, потому что мне это не нужно. И давайте, чтобы скомпилировать мод, то есть build начать мода, называйте как хотите, я это компиляция мода называю по-своему, то есть нужно нажать на вот эту вот кнопку Complete Run. Но еще вы можете нажать на кнопку на клавиатуре F6 и будет то же самое. И ждем, пока скомпилируется. Он очень быстро на компьютере компилируется. Это тоже, кстати, плюс.
То, что это билд происходит на ПК, а не на телефоне. И смотрите, 17 варрингс, это 17 варрингов. Вы на них сильно не обращайте внимания, но вообще варринги это плохо, но в этом случае они сильно на работу мода влиять не будут. В следующей серии, я думаю, подробнее расскажу о них. Но а сейчас не об этом. Если у вас тут нет ошибок, а только варрингс или вообще без варрингов, это будет вообще хорошо, если у вас не будет варрингов. Но, короче, если у вас нет ошибок, то значит все удалось. И вы можете заходить в FileZilla. И смотрите, чтобы вам заново не копировать данные из панели управления сервером, ну, от FTP, FileZilla сохраняет соединение последнее. Вы можете нажать тут на вот эту вот стрелку, и тут будет история соединений. Если ее нажмете, то оно вас сконнектит. И как видите, меня сконнектило. Я нажимаю на папку Game Modus, и тут BioCard AMX. Смотрите, я нажимаю Delete и удаляю старый AMX мода. Потом у себя на ПК слева это выбираю папку Game Modus. Тут нажимаю обновить для удостоверения, что информация подлинная тут. И нажимаю дважды на AMX. И он будет перекидываться. Теперь просто нужно подождать, пока он перекинется. У меня AMX уже передался. И что делать после этого? Ну, чтобы новый обновленный мод вступал в силу, вам нужно запомнить, что нужно всегда делать рестарт сервера, то есть перезапуск. Что я сейчас через панель управления и сделаю перезапустить. И я включу видео уже, когда сервер перезапустится. Итак, сервер перезапустился, и как видите, если эти надписи появились, я ранее говорил, что если вот эти вот последние две надписи прогрузились, значит мод нормально запустился. Сейчас я буду проверять с телефона, смогу ли я зайти, и что убралось и что добавилось при спавне игрока написании чата. Я захожу на сервер после рестарта, и как видите, при спавне мне написала в чат, что ссылка на Telegram желтым текстом, проекта уже белым текстом, и подробнее ссылка уже тоже желтым текстом. Ссылка на ВК желтым текстом, проекта белым текстом, и ссылка на сам ВК тоже желтым текстом. Я думаю, я вам еще не совсем понятно объяснил, что же такое вот этот вот хэштег define, ну или просто define. Смотрите, я хочу вам для примера найти по getPlayerLevel. Нет, я чуть не так написал. Сейчас level. Да. Смотрите, define это, грубо говоря, такие сокращения, которым вы можете придать значение. То есть, смотрите, getPlayerNameXA есть такой define вот. В скобках %0 это подставление, то есть айдишника игрока. То есть, смотрите, есть getPlayerData, то есть это узнавание player-даты. И в player-дате, когда игрок коннектится, player-дата подгружается и player-name, p-name устанавливается. То есть у меня, например, устанавливается Ваня Рокард. И смотрите, что интересно, getPlayerData, как видите, это тоже define. Тут %0 это playerID, а %1 это значение в структуре player-даты. О структурах я потом расскажу, не в этой серии. Но p-name это вот что с p и дальше, это вот из структуры player-даты. В общем, когда мы пишем getPlayerNameXA и в скобках playerID, то нам выведет имя игрока. То есть, смотрите, давайте я это скопирую и в поиск напишу. И смотрите, вот, при коннекте админом, потому что send message to admins, админом будет писать, подключился такой-то игрок, потому что, вот смотрите, вот пишем мы getPlayerNameXA и PlayerID. В квадратных скобках %d это ID игрока, то есть, как видите, PlayerID. И %s getPlayerIPXA это IP игрока. То есть, смотрите, еще вкратце расскажу, для чего используются штуки с процентами. %s для текстовых массивов, %d для числовых, то есть как ID игрока. А %s это текстовый, потому что имя игрока это текстовый массив. И IP %s это тоже текстовый массив, потому что там не только числа, но и точки, поэтому %s. Смотрите, еще хочу вам примеры для ясности привести. Я сразу
буду закомментировать строки, чтобы мод это не считывал за ошибки. Смотрите, процент %d мы используем для числовых значений. То есть, например, вот 1000. И если мы, например, введем get play... Нет, не так. Player money exe. И тут player ID в скобках, то нам передаст, вот, например, вот если у игрока баланс 1000, то нам вот передаст эту 1000. Дальше. Если процент %s, например, равняется процент %s Ваня Рокард. И если мы напишем вот этот вот getPlayerNameXC, то нам передастся имя игрока. То есть я написал в пример свое, но там все от ID игрока зависит. То есть, ну не знаю, может быть Вова тестер и еще какие-то имена разные. То есть в основном для текстовых массивов. Ну или просто Ваня, например. И там, не знаю, передать просто name. То есть в каких-то таких вот ситуациях разных. Это не только для имени игрока используется, это во всех текстовых массивах. Дальше у нас есть еще такой массив, как процент %f. Он обычно используется для чисел с точками. Я не знаю, как их правильно называть, извините, но, например, можно вот так вот показать их в пример. Точка 1, 2, 3, точка 5, 6, 7. Обычно так IP выглядят, но в таком случае это процент %f. То есть процент %f еще это как бы координаты. Я в следующей серии покажу, как выглядят координаты, но они выглядят, сейчас покажу, как выглядят координаты. Они каким-то таким образом обычно выглядят. То есть после точки там вроде 6 или 7 значений, но я вам 4 привел, чтобы сильно много нулей не писать. То есть процент %f используется для передачи чисел с точками. Я сейчас такие передачи массивов не помню, ну, на данный момент. Но в следующей серии, я думаю, вспомню. Ну или в какой-то серии, когда будем конкретно процент %f использовать. Еще есть процент %i. Нет, процент %e. Процент %i я не сильно помню подо что. Хотя и процент %i давайте напишу, я вспомню. В основном они вроде как передают какие-то специальные символы в текстовом формате. Но насчет процент %i я не уверен, а процент %e точно. То есть смотрите, например, у нас есть вот как бы с названием семьи давайте. На Black Rush, я думаю, вы знаете, что семьи любят создавать цветовыми кодами. То есть, например, вот так, если написать Empire, то это будет просто белым текстом в игре. Ну а если использовать цветовой код, например, FFF00, то будет желтым. И вот эти вот цветовые кода как раз таки специальные символы, и под процент %e можно их использовать. Но для новичков вообще советую запомнить просто вот эти вот первые три, а остальные процент %e, процент %i вы не сильно будете использовать, пока вы там полгода или год не будете полно заниматься. Я надеюсь, я вам все понятно объяснил. Я еще вам о мотивах говорил, но не объяснял, что это. Я сейчас это тоже объясню. Смотрите, мотив это после nef мы пишем. То есть, смотрите, мы пишем new и потом, например, money. И money, ну, то есть вы можете потом передавать каким-то образом, не знаю, функции какой-то или команде. Например, просто там... Нет, смотрите, сперва нужно закрыть точкой запятой. Тогда все правильно будет. Например, в какой-то команде, там, не знаю, вот давайте, например, voice я покажу, но это просто для примера. Вы можете написать money равняется 1000 и точка с запятой. Но чтобы это сработало, вроде как я знаю, что переменная money должна быть выше, чем там, где ей идет установка. Тогда это все сработает. И тогда вот money будет 1000. И тогда вы, например, можете написать в SendClientMessenger, сейчас я его найду или нет. Ну, давайте просто, например, в SendClientMessenger вы можете написать %d, а после, погодите, кавычек, запятая, да блин, где она? Вот. И там money. И вам выведет типа 1000. Ну, это так в пример.
еще у нас есть текстовый массив, например, new name. То есть, смотрите, это переменная была, ну, я вообще все массивами называю, но есть еще текстовый массив. И name сейчас, это как числовой массив выглядит. Но чтобы из него сделать текстовый массив, нам нужно написать квадратные скобки и лимит символов в нем. То есть, например, 24. И вроде так, ну, то есть, если имя игрока больше 24, то оно на 25 символе уже будет обрезаться. И тоже точка с запятой. И в %s, в том же SendCreate Messenger, вы можете написать %s, кавычки, запятая и name. Но перед этим вроде вы должны форматом установить. Сейчас я найду, он был где-то у меня. Вот смотрите, формат. Форматом вы должны будете установить потом вот этот вот name. То есть смотрите, сперва нужно установить формат name, size of name. И тут должны, например, написать, не знаю, например, Ваня. И все. Этого пока хватит. А в SendCreate Messenger, давайте я уже найду ради вас SendCreate Messenger, вот. И его тоже передам туда, чтобы вам было ясней. Смотрите. Вы можете тут вместо белого кода, кстати, писать -1. Это такая фича небольшая. Смотрите, вы пишете в кавычках %s. Если у вас тут ничего не написано, то напишите запятая и name. И вам в чат напишет имя, которое вы тут напишете. Ну, а вы можете, например, передать тот же get player name exe. Потом, сейчас, player ID, и тогда точно ваше имя передастся. Но командовоз это так для примера. Вроде бы как эти числовые числа с точками вроде бы под это используются, ну или под текстовые. Я, честно, сейчас не скажу, но может сейчас и скажу, секунду. Итак, я нашел. Смотрите, пишем new. Нет, я не так, не на том языке. New. Вам нужно написать будет flow от двоеточие, пробел и, например, IP. И точка с запятой. Если у вас будет вопрос, нужен ли тут пробел или нет, то он тут не нужен, я для своего удобства просто пишу. И, например, вот вам нужно будет установить IP. Я сильно не помню, как он устанавливается, может через формат, но сейчас узнаю получше. Итак, я узнал, смотрите, вы можете написать таким образом. IP равняется 11.222.333 и двоеточие. И вроде бы оно так сработать должно. Ну или вторым вариантом вы можете написать IP равняется 0.0. Это обычно в координатах используется уже. Но, и смотрите, и тогда вы должны будете написать уже... А нет, я вам вообще неправильно сказал. Смотрите, чтобы %s в SendCreate Messenger не используется, вам нужно перед этим, например, формат какой-то написать. Сейчас давайте fmt текст и 50 давайте. И вы сюда вставляете fmt текст, fmt текст. И тут вы уже как раз таки в формате можете использовать %s и сюда вот написать name. А после в SendCreate Messenger уже просто передать fmt текстом. Можно обязательно без кавычек. И тогда передастся ваше имя. Это вернулись к %s. Продолжу про %f float. То есть, смотрите, и тогда уже вам... И опять же через формат вам нужно... Сейчас я это удалю. И через формат вы пишете %f IP. И тогда вам выдастся IP, ну то, что вы задали значение. Но обычно getPlayer по координатам можно это использовать. Я сильно не использую это F, но все равно прикольно. Так что я надеюсь, вам все понятно объяснил. С %e и
Процент I, сейчас даже напишу. Процент E, процент I. Вроде тоже под массивы, под текстовые массивы можно использовать. Поэтому я надеюсь, вы меня поймете. Видео уже вышло на 45 минут. Это самое длинное видео на моем канале. Поэтому, я думаю, нужно постепенно подходить к концу. Дорогие зрители, пожалуйста, накидайте идей на вторую серию, что в ней показать. Потому что у меня пока идей нет. Я все комментарии буду читать и интересоваться вашими предложениями. И на этом моменте видео подходит к концу. Ссылки на телеграм-канал Black Rush Out и на мой личный телеграм-канал есть в описании под видео. Подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.